Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу, как связать вот такой мотив крючком вафельным узором, используя ваши любимые цвета. В предыдущих видеоуроках я показывала, как вязать поворотными рядами такой вафельный узор. Ссылку на вот этот видеоурок оставлю в описании под видео. А в данном видеоуроке покажу, как связать такой вафельный узор из центра, чтобы не было видно переходов, и чтобы расскажу, как красиво менять нить, чтобы использовать несколько цветов. Итак, приступаем. В работе буду использовать пряжу Yarnart Jeans и крючок номер 2,5. Итак, изначально делаем кольцо. И в кольцо будем провязывать столбики с накидом. Сделали воздушную петлю, следующую петлю вытягиваем и вот таким вот образом провязываем первый столбик с накидом. Я провязываю так, потому что такие столбики идентичны вот следующим столбикам, которые мы провязываем обычным способом. Если у вас не получается, вяжите просто 3 воздушные петли. Далее между тремя столбиками с накидом у нас будет по 2 воздушные петли. Мы формируем таким образом квадрат, то есть провязывая по 3 столбика с одним накидом плюс 2 воздушные петли. Раз. Формируем третью грань. 2, 3, 2 воздушные петли, и остается еще нам провязать 3 столбика с одним накидом. Раз, 2 и 3. Стягиваем наше кольцо. Переходить на новый ряд будем вот таким вот способом, провязывая одну воздушную петлю, делаем накид, заводим крючок в вершину первого столбика, 3 петли на крючке и провязали все вместе. Все, вот мы закрыли первый ряд. Далее воздушная петля и вытягиваем петлю, чтобы провязать первый столбик второго ряда. Еще в угол провязываем 1 столбик. И по прямой, вот у нас было 3 столбика с накидом, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, 2 и 3. Угол формируем, провязывая в угол 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Снова по прямой вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3. И угол, как обычно, мы раз, 2 столбик, 2 воздушные петли и еще 2 столбика. Так, вот эти 2 грани провяжите сами. Покажу, как перейти на новый ряд. Так, мы довязываем второй ряд, то есть в угол нам еще останется провязать первый столбик с накидом, второй столбик с накидом. Мы снова делаем воздушную петлю, накид и закрываем второй ряд. Провязали, вытягиваем и провязываем опять же в угол 2 столбика с одним накидом. Раз столбик и 2 столбик.
И теперь уже мы начнем делать вафельный узор. То есть, смотрите, мы делаем накид и провязываем лицевой и рельефный столбик с одним накидом. Далее 2 столбика провязываем обычно. 1, 2. Тот столбик, который у нас посередине, мы снова провязываем как рельефный лицевой. Снова 2 столбика обычных. И снова рельефный лицевой. Таким образом у нас уже начинает формироваться наш вафельный узор. В угол мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Снова по прямой первый столбик у нас рельефный лицевой. Далее 2 обычных столбика. 1, 2. Посередине снова у нас рельефный столбик. 2 обычных. И снова рельефный. И угол. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. 2 оставшиеся грани провяжите сами. А далее мы с вами будем вязать изнаночные ряды, чтобы именно красиво сформировался именно вафельный рисунок. Так что заканчиваем 3-й ряд, покажу, что делать дальше. Итак, довязываем 3-й ряд. Остается в угол еще провязать 2 столбика с накидом, воздушная петля, накид. И смотрите, сейчас, когда мы начали вязать вафельные узоры, когда мы уже рельефные столбики начали вязать, мы один ряд будем провязывать как бы лицевой, второй изнаночный. То есть сейчас мы разворачиваем наше вязание и будем вязать изнаночный ряд, чтобы у нас красиво сформировался этот вафельный узор. Так, воздушная петля, петлю вытягиваем, и в угол в изнаночных рядах мы будем провязывать по одному столбику с накидом. Вот не 2, а 1. Провязали. И далее тут видно, где делать 2 рельефных столбика. Видите, те, которые в предыдущем ряду были провязаны как обычные. А тот, который в предыдущем ряду был рельефным, мы его сейчас провязываем в изнаночных рядах как обычный столбик. То есть 2 лицевых рельефных и 1 обычный. Тут они хорошо выделяются, то есть видно, какие столбики вязать лицевыми рельефными с изнанки, а какой обычным, тот, который в предыдущем ряду был рельефным. И угол провязываем просто 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли и 1 столбик с накидом, не 2. Это изнаночные ряды у нас. Снова 2 рельефных столбика лицевых, 1 обычный, 2 рельефных, 1 обычный и так далее. То есть здесь видно, где вязать рельефный, а где вязать обычный. И вот обычный. 2 рельефных. И в угол 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли и 1 столбик с накидом. Все, 2 остальные грани довяжите сами. Смотрите, как на лицевой стороне тогда начинает смотреться уже наш узор. Довяжите до конца этот ряд, а мы перейдем на следующий. Итак, довязываем наш 4-й ряд. Это изнаночный ряд у нас.
В угол еще нам остается провязать один столбик с накидом. И делаем воздушную петлю. Делаем накид, чтобы закрыть ряд. Итак, провязали все вместе. Разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Так, делаем воздушную петлю, вторую петлю вытягиваем и провязываем в угол первый столбик с накидом. И так как это у нас уже лицевой ряд, еще один столбик с накидом. Здесь хорошо видно, какие столбики мы провязываем рельефные лицевые. Вот как всегда, первый столбик сразу рельефный лицевой, далее 2 обычных. И чтобы добавлять новый цвет мы будем вводить с изнаночного ряда. Поэтому мы сейчас довяжем лицевой. И чтобы красиво смотрелся переход на новый ряд и ровная была, это вафельная такая сетка, вафельный узор, новый цвет у нас вводится в изнаночном ряду. Поэтому мы сейчас довяжем вот этот лицевой ряд, 5-й, и с изнаночного ряда мы введем с вами новую нить. То есть, если вы будете использовать несколько цветов, да, то каждый новый цвет вы добавляете, начиная с изнаночного ряда, чтобы гармонично смотрелся вафельный рисунок. Так, лицевые ряды, здесь все наглядно сейчас уже видно. И уголки в лицевых рядах у нас по 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Все, далее тут по рисунку уже видно, то есть опять следующая грань, снова рельефный столбик, 2 обычных, рельефный и так далее. Довязывайте 5-й ряд, а я покажу, как перейти на 6-й ряд изнаночный и сменить нить. Итак, мы довязываем 5-й ряд лицевой, то есть в угол нам остается еще провязать 2 столбика с одним накидом. Закрываем ряд и будем менять нить. Воздушная петля, 3 петли на крючке, и вот сейчас мы вводим новую нить. То есть мы сейчас должны перейти на изнаночный ряд, поэтому при переходе на изнаночный ряд мы будем вводить новую нить. Разворачиваем наше вязание. Воздушная петля, 2-я петля длинная, и провязываем в угол сюда первый столбик с одним накидом. Вот таким вот образом. Так, чтобы белая ниточка, она у нас была на изнанке, потому что нити будем менять, вот, чтобы они были видны не на лице, а на изнанке. Так как это изнаночная сторона, то в углу у нас по одному столбику. Далее провязываем рельефные 2 столбика, 1 обычный, 2 рельефных, обычный. То есть точно так же, как я вам показывала, как мы вязали изнаночные ряды. Здесь хорошо видно, где рельефные, то есть это те, которые в предыдущем ряду были обычные. Снова 2 рельефных, обычный и 2 рельефных столбика. Угол у нас состоит из 1 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 1 столбик с одним накидом. Все, вот наша лицевая сторона. Смотрите, то есть, чтобы красиво, гармонично смотрелся рисунок, мы новую нить вводим именно с изнанки. Сейчас довяжу этот ряд, а далее уже нет смысла показывать. Я покажу просто, как снова перейти на новый ряд. Итак, довязываем этот ряд. Смотрите, светлую нить, если вы будете ее дальше использовать, то да, она у нас остается на изнанке. Если она вам не нужна, просто обрезали и спрятали хвостик.
Так, остается сюда в угол провязать нам еще один столбик с накидом, воздушная петля, и закрываем ряд как обычно, то есть в вершину первого столбика. Все, и разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. Вот таким образом вяжется такой квадратный мотив любого размера. Используя ваши любимые цвета. Понятно, что вы можете его связать как квадратным, так его можно не обязательно квадратным, прямоугольным, но вязать по такому же принципу вафельный узор. А если поворотными рядами связать такой плед и таким узором подушки, ну, будет очень красивый такой комплект. Поэтому, если был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.